Меня зовут Калинина Татьяна, вы в школе прогнозов Альфа, и сегодня я буду разбирать достаточно востребованную тему от вас. Это транссатурновые планеты. Очень часто вы меня спрашиваете: Татьяна, используете ли вы Уран, Плутон, Нептун в ведической астрологии Джотиш? Конечно же, я использую, и вы продолжаете меня спрашивать, что с ними делать, как их разбирать. На самом деле я сегодня сделаю просто какой-то обзорный урок на эту тему, чтобы ввести основные понятия. Конечно же, мы сегодня не сможем с вами обсуждать транссатурновые планеты в полной мере, потому что это всего лишь один прямой эфир. Наверное, чтобы разобраться в этом вопросе, необходим целый курс, может быть 6 уроков, ну, по крайней мере, 6, потому что 3 планеты, 1 урок по теории, 1 по практике. Возможно, когда-то в нашей школе появится такой курс или такой мастер-класс, но пока мы... все отлично видно и слышно. Но пока мы обсудим основные понятия. Я буду рассуждать о этих планетах и с точки зрения натальной астрологии, и с точки зрения мунданной астрологии. Если вы впервые на моем канале или вы не астролог, напоминаю вам, что мунданная астрология — это государства, страны, гороскопы политиков, гороскопы народов, а натальная астрология — это вот обычные гороскопы для обычных людей. Давайте начнем с Урана. Уран — это планета революций. Всего, что с этим связано. Революционеры, революционные партии, революции, протесты, стачки и так далее и тому подобное. Также эта планета показывает все, что имеет отношение к этой вообще культуре. Нужно понимать саму позицию Урана. Уран — это планета тех, кто мыслит иначе, кто идет вразрез с общепринятыми стандартами. Поэтому уранический человек, он всегда немножко такой с прибабахом, можно сказать. И у него всегда необычные идеи, он умеет найти выход из ситуации более короткий, неожиданный, прямой или какой-то очень творческий. Уран — это планета летчиков, космонавтов, пилотов, военных, гражданских, всяких разных. То есть это нечто такое, вырывающее нас из обычного контекста. Поэтому человек с сильно проявленным ураном, он будет вот таким вот странненьким. Можно сказать, что Джим Керри, как актер, он как раз-таки показывает вот эту ураническую культуру, ураническую энергию, потому что он, с одной стороны, смешной, и с другой стороны, очень придурковатый. Вот если мы прям такими словами будем с вами обсуждать, да, ну, чтобы было понятно, не для того, чтобы оскорбить уранических людей. Дальше. Если Уран имеет отношение к Луне, то человека посещают вот такие озарения. Если Уран имеет отношение к Меркурию, то у этого человека будет очень острый язык, очень такой талантливый слог. Он сможет либо рассчитывать какие-то сложные вещи касаемо космических сфер, полетов, всех девайсов, самых-самых новых и модных. Либо этот человек будет талантливым писателем, таким еще искрометным, с юмором, с сарказмом, с чем-то таким остреньким. Если Уран имеет отношение к Юпитеру, человек явно будет нестандартным в вопросах веры. Если Уран имеет отношение к другим личным планетам, он также даст вот эту необычность и стремление идти вразрез, а также быстрые решения и вот такую нестандартность. Что касается астрологии стран и государств, я уже сказала, это революции, это смена режима, это какие-то новые формы экономического устройства государства. Ну, у нас сейчас есть капитализм, в некоторых странах есть социализм. Когда-то мир был экономически устроен по типу рабовладения, и вот чего-то нового еще пока не придумали. Так вот, Уран имеет отношение к вот этим переменам, к тому, чтобы социализм нет, капитализм нет, и вот мы придумываем какую-то еще форму экономического режима, да? Также Уран имеет отношение к войне,
и я часто замечаю, что Уран показывает налеты с воздуха, бомба с воздуха, самолеты, которые падают, да, ну, вот в каких-то таких кризисных ситуациях. И указывает, конечно же, на воздушный транспорт. Смотрим, как это все проигрывается. У меня очень необычный пример. Я уверена, что если вы смотрите мой канал давно, то вы хорошо знакомы с Ураном, я постоянно его упоминаю. И сегодня я приготовила действительно для Урана такой специфический пример. Совершенно недавно, когда я готовилась ко второй ступени в нашей школе и дозаписывала уроки по транзитам, я увидела, что на момент проблем в России с революционерами и с оппозицией транзит Урана был очень-очень интересным. Давайте посмотрим в целом, какие у нас есть здесь транссатурновые планеты, ну понятно, что их 3, в каких градусах они стоят и с какими планетами они соотносятся. Я, несмотря на то, что являюсь астрологией джотиш, являюсь ведическим астрологом, я все же использую западные аспекты, вот эти мажорные классические аспекты западной астрологии относительно Урана, Плутона и Нептуна. И смотрите, у нас получается, что планета бросает от себя аспект во все дома, кроме 2, 12 от себя и 6, 8. То есть, если между Плутоном и какой-то планетой там 8 домов, например, так же, как с Солнцем и с Меркурием, от Плутона до Солнца 8 домов, то там аспекта нету мажорного. Кстати, есть минорные аспекты, которые тоже описывают и такие ситуации, и, кстати, они работают. Я так замечаю, что тоже там есть какое-то соприкосновение. И 2, 12, 6, 8, да, то есть Плутон не отбрасывает аспект в данном случае в знак Девы и знак в Скорпиона, а также в знак Тельца и в знак Рыб. Вот 4 дома, куда не отбрасывается этот аспект. В остальные места он отбрасывается. И важно здесь понимать, что аспект нужен точный, в пределах 5 градусов. То есть орбис соединения с Ураном или орбис аспекта Урана на какую-то другую планету 5 градусов. Ну, например, как я работаю? Совершенно просто, не заморачиваюсь, я просто проверяю градусы планет, сразу вижу. Уран 14 градусов 33 минуты. И я окидываю взглядом всю остальную таблицу и смотрю, кто рядышком. Вот если мы обратим внимание с вами на Марс, Марс очень близко к градусу Урана стоит. Ну, правда, он не аспектируется, потому что он в 6-м доме от Урана. Дальше, если мы спускаемся, то мы видим Раху. Раху и Кету очень рядом с градусом Плутона, в квадратуре находятся, в кендрах от Плутона. И что-то там было еще. Ну, Раху, Кету. Ну вот и Венера такая на грани. Вот Венера, она имеет отношение и к Плутону, и к Урану. Ну, Венера, она, скажем так, отодвигается, в общем-то, она далеко. Но в гороскопе самой России Венера у нас стоит в 8-м доме. Она у нас хозяйка 9-го, располагающаяся в 8-м. И она говорит о тех периодах, когда вот она включается, эта Венера, она говорит о том, что будет изменено законодательство. Интересный нюанс, что в прошлый раз, когда включалась Венера, это был, насколько я помню, 1996 год, ну, сейчас точно прям месяц не скажу, но в этот период Венеры была отменена смертная казнь. Смертную казнь будут возвращать. По крайней мере, вопрос об актуальности и нужности смертной казни в 2022 году в России однозначно будет развиваться, будет поднят такой вопрос. Так вот, если мы с вами посмотрим на события 20 августа 2020 года, а это те события с Алексеем Навальным, когда он был госпитализирован после перелета, да, то ли с отравлением, то ли с чем. Это был период Раху, Венера, Кету. И вот как интересно, Уран — это все, что касается революционеров
революций, людей, которые принадлежат к этой теме. И в период Раху-Венера, вообще это же было большое событие для СМИ российских, ну и не только для российских, для мировых тоже. Получилось, что шел период Раху, который в квадратуре к Плутону и который у нас, ну скажем так вот, горячие события нам обещает в период Раху. Плюс еще вот эта квадратура с Плутоном в 22 году нам дала результат в виде специальной военной операции. Потому что период Раху долгий, он идет 18 лет, и он постоянно вот-вот закипает, как в котле. Этот Раху нас подогревает, потому что Плутон 21 градус 44 минуты. Раху не очень близкий, не в 1 градус, но попадает в этот орбис. И получается, что в период Раху от Плутона влияние идет, а в период Венеры от Урана влияние. То есть Уран у нас 14 градусов 33 минуты, Венера 21 градус 25 минут. И интересно, что в период Кету прям вообще Уран очень активно себя может проявлять, потому что Кету тоже в градусе Урана. И вот я вам вначале говорила, да, о том, что мажорные аспекты я всегда рассчитываю, но вот это однозначные доказательства того, что вот эти аспекты 6-8, они тоже работают. Вот эти минорные аспекты тоже имеют какое-то основание. Да, это, возможно, не главное событие года было, да? Но, тем не менее, Раху, Венера, Кету произошло несчастье с самым главным оппозиционером, да? И Венера и Кету, эти планеты обе были связаны с Ураном, они обе имели градус Урана. И если с Венерой как бы все понятно, она там в трине находится, к Урану, но Кету явно имеет такой вот этот минорный аспект, и он как раз-таки, находясь в 8-м доме от искомой планеты, он говорит о каких-то кризисах. Но это не все, потому что если мы посмотрим на транзит на 20 августа 2020 года, мы увидим, что транзитный Уран шел по 8-му дому, и там стоял Марс. Это прямое указание, что в этом году, в это время могут быть какие-то несчастья с человеком или с людьми, которые связаны с этим Ураном. То есть, в данном случае, если мы говорим про гороскоп страны, это какие-то революционеры, оппозиционеры. Вот он четко, Уран этот шел. Он и до сих пор там, кстати. Вот, там же стоял Марс, он так тоже это подогревал вот эту ситуацию. Мажорный аспект — это как бы самые главные, самые значительные, а минорные, они как бы побочные. Побочные. Все. Ладно. Нептун. Ладно. Но если спросите, чего я прикалываюсь, то скажу, а если нет, то нет. Нептун в гороскопе стран обозначает эпидемии и стихийные бедствия, а также социализм. Вообще вот тот период, когда будет развиваться режим социализма. В гороскопе обычного человека Нептун активизируется, если человека, не дай бог, есть опасность от воды, ну то есть там утонуть, или какие-то цунами, или в оползнь попасть, какие-то страшные вещи. Нептун активизируется у человека, когда у него есть музыкальные способности или ритмичность, то есть способность к танцам, или к поэзии. Плюс Нептун 100% у большинства из вас, я уверена, что он у большинства из вас активен сейчас вот в тот большой период жизни, который вы сейчас проживаете, потому что мы все пережили с вами эпидемию ковида. И кого бы я ни смотрела, вот так вот просто ткнув пальцем в толпу, у всех видно, что Нептун имеет отношение к периоду или подпериоду, в который проходил ковид для этого человека. Вот будет интересно, если вы проверите в своем гороскопе и напишите. Еще раз, да, мы ищем планеты, которые либо стоят рядом, либо аспектированы Нептуном.
И желательно, чтобы орбис по аспекту был 5 градусов, не больше. Да, потому что я прикалываюсь, потому что опять думают все, что я беременная, а я просто сытенькая, вот и все. Ну, это у нас каждые несколько месяцев повторяется. Надо втянуть живот. В общем, к сожалению, нет. Ну ладно, это так прикольно каждый раз. Прикид мой обсуждают, там, мои положения и все прочее. Я, кстати, не всегда выхожу в платке, далеко не всегда. Если вы хотите быть вообще в курсе моей ежедневной жизни и почаще со мной встречаться, обязательно подпишитесь на наш Телеграм. В Телеграм-канале я постоянно что-то выкладываю. Вот. И вы увидите меня там разную. Нептун, эпидемия, стихийные бедствия, социализм, все сказала. Давайте пример. Гороскоп Японии. Вот тут, значит, становится не смешно, потому что в Японии было очень страшное землетрясение на море, и потом из-за этого землетрясения пришло цунами огромное, разрушительное, и это случилось 11 марта 2011 года. Я, на самом деле, очень широко интересовалась, очень интенсивно интересовалась этой темой, и смотрела разные видео, съемки сверху, как, значит, цунами наступало. И вот даже были какие-то съемки туристов, которые были на пляже в это время, и вот снимали, как отошла вода, как люди начали собирать ракушки, морских ежей там и все прочее, и не знали, да, вот о том, что если вода вот так уходит от берега, это очень-очень плохо, нужно бежать со всех ног, потому что скоро, значит, придет цунами. Если вы об этом не знаете, вот я вас предупреждаю. Более того, цунами обычно имеет 2-3 или более волн, 6 я слышала где-то стандартно 3, ну изредка там пореже уже 2. Тем не менее, если одна волна прошла, тоже, да, не спешиваемся, не торопимся, опять же, собирать какие-нибудь там пожитки на первых этажах, остаемся наверху. Я почему об этом говорю? Потому что действительно люди, ну, те, кто не интересуется, они не знают и гибнут из-за вот этого незнания обычного. И даже и кажется, что где-то там цунами, где-то там Япония. Но если вы живете в России и вы живете на берегу океана, у вас тоже это возможно. И на Камчатке было несколько страшных землетрясений подводных, после которого приходили цунами, несколько раз сносили деревни, сносило даже целый город. Ну, в общем, засекли себе. Так вот, посмотрите, как в гороскопе Японии выглядит этот цунами. Обратите внимание на Нептун. Он у нас находится в знаке Девы, и напротив него стоит Меркурий и Венера. Венера хозяйка 6-го дома, и она как будто бы молодец и хороша, но, тем не менее, в ее период пришло большое несчастье. Это был период Меркурий-Венера, да, еще раз. Меркурий в падении, в принципе, от него ожиданий никаких. Но Венера, как будто бы добрая планета, она является хозяйкой 6-го дома. Поэтому ее сила нам совершенно не нужна. И эта Венера у нас стоит напротив Нептуна. Нептун 26 градусов 39 минут, а Венера 29 градусов 43 минуты. Ну, то есть около 3 градусов между ними. Это достаточно мощно, точно. И видите, какой результат пришел. В дополнительном гороскопе D9 Венера раскрывает свое гнилое нутро, скажем так. Она хозяйка 1-го дома в 6-м, и такая очень сильная, мощная. Плюс она еще хозяйка 8-го в 6-м. Давайте еще раз, да, напомним себе, что хозяин 8-го в 6-м это такая небольшая випарита раджа-йога. Вот уж спасибо, да, раджа тут прям такая радостная очень йога. События не очень были. То есть это мы, как астрологи, себе запоминаем. И что тут интересного еще? То, что на самом деле в гороскопе страны не совсем достаточно, чтобы Нептун как-то там был связан с Венерой или с Меркурием. Вообще вот эта формула землетрясения, она выглядит так, что это пораженный Меркурий,
под влиянием Нептуна и под влиянием Сатурна. Вот обязательно этих двух компонентов. Так как там стояла еще Венера, то это водное несчастье. Ну и сам Нептун предполагает водное несчастье. В целом, если вы видите пораженный Меркурий, который аспектирован с Сатурном и еще как-то поражен, то в стране вот в этот период вот этих планет вполне может быть землетрясение. Ну, так как Япония это морская страна, она пострадала от цунами. Почему мой Нептун не включился почему-то по вимшоттере, но я поболела основательно. Проверяйте очень внимательно, пожалуйста. Так, Японию мы посмотрели, да? Китай. Вот в Китае очень-очень интересно. Когда у нас был курс мунданной астрологии, и сейчас ребята его еще до сих пор проходят, он у нас в апреле стартовал, и вот как раз они досматривают уроки. Так вот, в гороскопе Китайской Народной Республики, когда я смотрела этот гороскоп, я обнаружила очень много интересных вещей касаемо Нептуна, Плутона и Урана. И в курс это вложила, конечно. Значит, что мы здесь видим? На самом деле у Китая достаточно интересный строй экономический и экономическая формация, прошу прощения. И они совмещают в себе социализм с чертами капитализма. Они также называют это как бы китайский социализм, социализм с китайскими чертами, на китайский манер. Но они всячески подчеркивают то, что это, ну, к сожалению, там не чисто социалистическое государство. В ней есть свободный рынок, в ней есть рыночная экономика, что является признаком капитализма, конечно. А вот почему капитализм связан с Плутоном, вот это очень интересно и такая философская штука. Мы ее обсудим, конечно. Так вот, смотрите. После Второй мировой войны, когда Китай был, конечно, на спаде, они начали развивать свою экономику. И вот эти 18 лет, когда китайская экономика взращивалась и приобретала силу, и формировалась, трансформировалась под это новое послевоенное время, все это время шел период Раху. Ну, он долго идет, 18 лет. И этот период Раху, который длился с 1966 по 1984, как раз-таки связан с чем? С Нептуном. Смотрите, Нептун у нас стоит 21 градус 29 минут. А Раху 23 градуса 33 минуты. То есть ось Раху-Кету очень сильно завязана с Нептуном. Да? И Нептун, он дает именно социалистические, коммунистические, такие идеалистические тенденции в философию страны, в ее идеологию, в риторику политическую и так далее. Нептун, кстати, здесь стоит в доме идеологии, ну, все понятно, то есть очень много романтической идеологии в этом государстве. И период Раху и Кету, они оба находятся вот под влиянием очень сильного этого Нептуна. Но Плутон там тоже, извините, лыком не шит. Плутон находится 24 градуса 29 минут. Еще раз напоминаю, Раху 23 градуса 33 минуты. И Плутон — это показатель капитализма. То есть тут и Плутон, и Нептун, они одинаково мощно влияют на Раху. Они одинаково мощно на Кету влияют. И, скажем, поэтому и сформировалась такая смешанная экономика. В России, кстати, если мы вернемся к гороскопу России, если вы запросите, мы посмотрим в новый период Юпитера, кто там будет рулить. Да? Период Юпитера на 24 году начинается. И кто на 20 лет станет у руля? Ну вот, какая идеология? Это мы с вами тоже можем глянуть. Так, ну, здесь интересный нюанс, что сейчас идет период Меркурия. С сентября 2019 года по сентябрь 2036 будет идти это дело. То есть, вспоминаем, у нас COVID-19 начался в ноябре, в декабре, там нулевой пациент, по-моему, был в ноябре. И все это раскрутилось уже в 2020 году, и там в середине марта все, мир захлопнулся на карантин. Давайте посмотрим, почему так произошло вообще с этим ковидом.
И Меркурий здесь у нас хозяин 6-го дома, то есть уже болезни. Поняли. Меркурий испорчен ретроградностью, испорчен соседством Кету, а еще рядом стоит Нептун в том же самом доме. Вот это уже нам показывает, что период Меркурия, то есть с 19 по 36 год, это период эпидемий в Китае. Когда болела ковидом, Нептун был трином к Венере, к Лагнеше. Вот, да. Вот примерно так оно и должно быть. Кто не понимает тему эфира, это транссатурновые планеты, то есть это тема для астрологов, как использовать Уран, Нептун и Плутон. И мы по ходу дела, делаем прогнозы какие-то, обсуждаем текущую ситуацию, набиваем руку, как видеть большие события в странах. Вот, в общем-то, тема эфира. Так вот, сейчас у нас речь про Нептун. Период Меркурия будет длиться до 36 года. Меркурий довольно рядышком находится с Нептуном. Он у нас 21 градус 29 минут, а Меркурий 20 градусов ровно. То есть это очень-очень-очень близко. Очень близко. Плутон как бы тоже влияет на Меркурий, то есть опять же вот эта смешанная экономика так и продолжит существовать. Вот такая социалистическая, капиталистическая. И весь этот период Меркурия, он наполнен либо эпидемиями, либо какой-то борьбой, какими-то, скажем, неспокойствием, потому что Меркурий является хозяином 6-го дома всякой борьбы, всяческой борьбы. Вот так вот. Вот так Нептун интересным образом и Плутон интересным образом работают в гороскопе Китая. Обратите внимание, что вообще у гороскопа Китая совершенно очень-очень-очень вот здесь нехорошо. Тут стоит Марс в падении, он вместе с Плутоном, и в период Марса 100% будет какая-то война. Плюс этот Марс, он очень плох для хозяина 4-го дома, он плох для 1-го. Он дает аспект вот сюда, на деньги дает аспект, на власть, везде. И период этого Марса наступает в 2028 году. То есть 28-29 годы в Китае, прям в Китае будут какие-то большие разрушения, скорее всего, связанные с тем, что будет нападение на страну. То есть это военная агрессия. И если как-то в других гороскопах я смотрю, гороскоп участвует в войне, страна участвует в войне, но где-то там они там воюют, значит, далеко, туда отправляют технику, людей, а остальные вроде как живут спокойно на этой территории. Так вот здесь вообще не та история, вообще не тот вариант, потому что Марс действительно очень разрушительный для инфраструктуры, для здоровья нации, для власти, экономики и для денег. То есть он прям все здесь поражает. Интересный, да, интересный гороскоп у Китая, прям такие. И вот я когда делала прогноз на ковид, я думала, почему у всех ослабевает в 22 году ковидные ограничения. Даже Италию там несчастную я смотрела. Помните, поначалу Италия прям вообще очень сильно от ковида пострадала. И наши страны. Я сказала, что по выводу, по совокупности всех факторов я сделала предположение, что весной 22-го все ослаблен, весной 23-го вообще забудем, что это было. А в Китае нет, потому что у них был период Меркурий, а потом бабахнул Меркурий Кету. А Кету стоит там же, Кету всех закрывает, все перекрывает. Извините за тавтологию. То есть у них вот эта изоляция продолжается. Вот она и продолжается. Плутон. С Плутоном тоже все просто. Вообще, на самом деле, с транссатурными планетой очень все просто. Я не понимаю, зачем люди пишут столько книг, путая честных, добрых людей, потому что тут вот все элементарно. То есть вот этого достаточно. Плутон — это война, взрывы, стресс, смерть и капитализм. Мое отношение к капитализму, да, тут прям сквозит. Уран тоже одна строчка, Нептун тоже одна строчка. Все, вот чем проще вы будете мыслить, тем лучше прогнозы у вас будут получаться. Не надо вот сюда вот такие тексты, что значит Плутон, и поехали. То. Нет. Будем смотреть. Значит, конечно, я не экономист.
Давайте я пока уберу этот пример. Я не экономист, но я понимаю, что капиталистическое строй общества подразумевает, что в определенный момент возникает кризис перепроизводства. И с ним исторически справлялись с помощью войны. То есть вот мы произвели много машин, много товарных благ, у нас общество перенасыщено товарами, у нас начинают копиться товары на складе, потому что общество просто не успевает потреблять столько. И страны Европы, капиталистические страны, поощряют вот это потребление, у них и в рекламе это заточено, чтобы там побольше этой пасты выдавить, побольше стакан взять, большое все, такое вместительное, чтобы всего было много. Плюс также у них есть определенная культура, то есть они до конца редко используют, они там чуть-чуть попользовались, выбросили, купили новое. И у них в культуре даже налогообложение заточено под то, что ты платишь налоги в основном, ну, допустим, сейчас мы говорим об Австрии, да, ты платишь более 50% налогов, но ты платишь их в конце года с того, что ты накопил, что ты не потратил. Чтобы у людей не застаивались деньги в кармане, чтобы они приносили, тратили их, запускали экономику, и вот экономика вертелась. Но капитализм, он, естественно, он связан с тем, что станки становятся все лучше и лучше, производить можно все больше и больше, все быстрее и быстрее, все меньше человеческого труда нужно, потому что оно становится автономным и автоматизированным. И возникает кризис перепроизводства. И, как я уже сказала, исторически так сложилось, что всегда с кризисом перепроизводства справлялись с помощью войны. Просто все уничтожить и опять построить, наполнить это мебелью, отстроить эти дома, эти дороги, эти мосты, все-все-все, города наполнить заново. И вот тогда капитализм процветает. И вот это, конечно, пугает очень. Это очень пугает. Очень любопытно, что с помощью астрологии мы тоже можем увидеть войну и капитализм через одну планету. Вот это любопытный факт. Давайте смотреть, что я там вам приготовила. Здесь, кстати, по-моему, по обычной астрологии натальной. Значит, да, это гороскоп мужчины. Мужчина был убит в драке. И это произошло в период Раху-Венера. Но в целом хотелось бы вам просто показать такие гороскопы. Не поверите. Вот Плутон у нас стоит в знаке Девы. Плутон имеет 8 градусов 14 минут в знаке. То есть он поднялся в знаке Девы на вот это количество градусов. Раху у нас также становится, ну, довольно-таки близко. 5 градусов и чуть больше. Орбис у него с Плутоном. Раху 13 градусов 32 минуты. Дальше двигаемся. Венера, Гнати Карака. Она, Гнати Карака, это значит враг. Она занимает 9 градусов ровно в знаке Стрельца и имеет квадратуру к Плутону. То есть, смотрите, и хозяин периода, и хозяин подпериода. Оба они как-то связаны с Плутоном, с темой смерти, насилия, взрывов, чего-то такого. И, к сожалению, в этот период произошло убийство. Да, вот так ужасно. Почему вообще это произошло? И как можно было заранее об этом узнать? Нужно всегда обращать внимание на те планеты, которые имеют 1 градус с Плутоном, и обращаться с ними очень осторожно. То есть, когда приходит новый период вот этой планеты, действительно у человека повышен шанс оказаться рядом с боевыми действиями или оказаться в какой-то страшной, несущей опасность ситуации, где что-то может угрожать его жизни. И тут, конечно, не всякий именно пострадает так, как этот человек, да, прям полностью будет вот это плутоническое влияние переживать. Но однозначно нужно быть более осторожным и не дразнить плохую судьбу. И что мы здесь еще видим? Венера — это планеты, которые соединяются с хозяином 8-го дома. Она имеет отношение к каким-то кризисам и смерти.
Также Венера и Меркурий формируют випарита раджа-йогу. Мы ненавистны. Еще раз вспоминаем, да, спасибо за такую раджа-йогу, но она нам не нужна, такая красотка. Потому что соединяются хозяин 12 и хозяин 8. И вот в период одного из участников такой прекраснейшей, по мнению классических авторов, ситуации, человека забили битой по голове до смерти. Ну как-то не очень. Раху, Венера. Вот это случилось. Оптимистично, да? Нет, не спасибо за внимание. Давайте листать до гороскопа России и посмотрим, что там у нас в 2024 году, как меняются периоды. Ну, смотрите, сейчас действительно Нептун у всех активизировался в 2020-2021 году, в 2019 там частично. А сейчас вот сколько мы смотрели гороскопы людей, которые живут рядом с боевыми действиями или прямо в стране, где идет война, у них у всех Плутон очень активен. Ну, может быть, я не знаю, процентов у 5-10 людей Плутон как-то мимо, да, прошел. Но это все-таки попадает в такую погрешность, что может быть время не совсем точно, или просто это гороскоп исключения. Может быть, мы не все знаем про влияние Плутона, да? Но в основном прям массой идут гороскопы людей, которые имеют отношение к войне, то, что у них активный Плутон. Именно сейчас подсвеченный периодом, под периодом Вимшоттари Даша. Как-то так. Сегодня с утра было жуткое состояние, но увидев вас, на душе стало радостно. Спасибо большое. Вот, ну, у нас тут как бы назревают такие перемены, да. В 2024 году меняется Махадаша Раху на Махадашу Юпитера. И Юпитер у нас стоит в 10 доме, он хозяин 7-го, он подтверждает, что в новый период военные какие-то конфликты перетянутся, то есть не закончатся в Махадашу Раху, и Юпитер тоже будет наполнен каким-то противостоянием. Смотрим, Юпитер находится 21 градус 30 минут, да? Проверяем Плутон. 21 градус 44 минуты. Опа. Это очень близко. И Нептун 20 градусов 3 минуты. Уран как бы там подальше. То есть, ну, про Уран сейчас мы не вспоминаем, потому что к Юпитеру он совсем неточный аспект бросает. А вот Плутон и Нептун прям ровненько оба влияют на этот Юпитер. Как будем расшифровывать? Какие у вас предположения? То есть я на самом деле смотрю на это с точки зрения двух вещей. Первое, это будут ли войны? Мне надо знать. Я хочу, мне надо, как говорится. А во-вторых, какой склад, какая экономическая формация может быть в обществе российском, и как вот оно будет, как эта экономика будет выживать, в какой форме она будет выживать. Влияние Плутона и Нептуна вместе на Юпитер. Причем, смотрите, с Нептуном оппозиция. Это такое как бы противостояние. А с Плутоном прям шерочка с машерочкой. Прям трин, и так хорошо. И это воздушный знак, и это воздушный знак. Ну, как бы здесь, конечно, влияние достаточно более четкое. Людмила Трубчевская, спасибо большое за комментарий. В общем, я считаю, что новая Махадаша Юпитера, вот эти вот там 20 лет без малого, которые Юпитер будет работать с 2024 по 44, Россия будет так же, как Китай, находиться в попытке какого-то баланса между социализмом и капитализмом. Вот давайте вернемся, скажем, в прошлое. Мы сейчас проживаем Махадашу Раху. Раху у нас 18 лет. И он стоит в 16 градусах 8 минутах. Это достаточно далеко и от Нептуна, и от Плутона. К тому же Нептун там вообще вряд ли бросает знак, то есть только аспект только если минорный рассматривать. Ну, в общем, больше здесь Раху связан с планетами, которые стоят рядом. Это Луна и Сатурн. Ну вот в целом последние 20 лет как бы у нас экономика и плыла за счет сочетания Луны и Сатурна. А Луна и Сатурн — это ископаемые, жидкие, ценные материалы. Не обязательно жидкие, но Луна прям с Сатурном — это прям нефть.
Сатурн с Раху, это может быть и газ, то есть это какое-то вот газообразное вещество. Ну, также по Сатурну идут просто и уголь, и все, что добывается из шахт. Ну, тут прям очень богатая такая комбинация именно в 5-м доме. Вот они, богатства России. Луна, Сатурн и Раху. Сатурн сильный, дающий добывать. Но, конечно, это вредители, и они наносят 5-му дому ущерб, то есть и рождаемости, и культуре наносят ущерб, такие жесткие планеты, но зато ископаемых полно. Плутон в оппозиции, качели с миром или перемирием, Нептун в трине, изменение политических реалий в сторону социализма. Ну вот я с Ильдаром согласна. Лиля пишет, а почему Плутоны с Нептуном влияют, а не Юпитер на них, он же больше. Он тоже влияет. Но у Юпитера есть законное время, когда он царь. Это там вот с 2024 года. А вот периода у Плутона и Урана, Нептуна нету. Поэтому мы вот с одной точки зрения смотрим на это, с точки зрения инструментов, которые у нас есть. Ну, конечно, они оба влияют, и перетекает энергия в оба сосуда, и в ту, и в другую сторону. Поэтому, если посмотреть на гороскоп России, тоже он будет вот как Китай. Социализм в сочетании с капитализмом. И тут музычка такая должна быть. Пам-пам-пам-пам-парам-пам-парам. Видео про рахурианцев вы хотите? Хорошо. У меня период Марса в 14 градусах, а Плутон на расстоянии 6 домов в 13. Заденет меня война. Ну, если верить минорным аспектам, то это вполне возможно. Смотрите, вот еще как нужно рассуждать. То, что сейчас у нас у всех с вами активен Плутон, а он так или иначе активен, мы живем в одной среде. И мы друг другу все соседи. Если военная операция на Украине, мы все равно все, ну скажем, в одной бочке. И Плутон как-то должен быть у вас активен. Хоть как-то, хоть каким-то боком, хоть какой-то натяжкой. Но он должен у вас работать в гороскопе. Потому что вы живете во время, когда рядом есть военное противостояние. То есть, ну это логично. Точно так же, даже если вы не болели ковидом, и вы где-нибудь были в деревне своей, ну, возможно, конечно, там и Нептун не совсем активен, но вы жили и стали свидетелем вот того времени, когда произошла большая эпидемия. Придуманная она была или не придуманная, все, это уже мы, наверное, никогда не выясним. Может, кстати, там лет через 40 рассекретят что-то, и мы узнаем. Ну, это вопрос. Но точно так же, если это есть в инфополе нашем, то мы все хоть чуть-чуть должны быть задеты. Те, у кого Плутон прям очень поражает, 4-й дом, 1-й дом, 8-й дом, хозяев этих домов, то есть эти люди могут непосредственно попасть прям в страшную ситуацию. А остальные хоть чуть-чуть чем-то, каким-то краешком должны в своем гороскопе увидеть активность Плутона. Вот, надеюсь, я вам правильно объяснила. Так, оппозиция к Венере. Да, давайте посмотрим. Плутон имеет оппозицию к Венере. Так, где он там? 21:44, Венера 21:25. Помните, я вам говорила про смертную казнь? Вот почему в период Венеры то отменяют смертную казнь, то хотят вернуть. Потому что она связана с Плутоном как раз-таки. И вот этот Плутон, действительно, он, ну скажем, перекачивает какую-то часть энергии для Венеры. А Венера хозяйка законов. 9-й дом идеологии и законы. И судебная система в целом. Вот, поэтому так и происходит. Но это очень интересное замечание, я согласна. На этом мы с вами остановимся. Я вам напоминаю, что у нас в школе множество событий. Недавно прошел мастер-класс по галактикам в гороскопе. Вы можете приобрести видеозапись, посмотреть, присоединиться к остальным, потому что будет период поддержки, когда мы отвечаем на вопросы.
Плюс у нас стартовала вторая ступень. Это для тех, кто уже где-то когда-то изучал астрологию, но хочет быть спецом именно по прогностике. Потому что во второй ступени мы профессионально разбираем Вимшоттари Даша, Чара Даша, то есть знаковые периоды. И третье — это транзиты. Транзиты — это классная вещь. Это классная вещь, если к ней подходить с умом и сознанием. Вот, чему мы и учим на второй ступени. Ссылка на наш Телеграм будет внизу под этим видео, в закрепленном комментарии. Ссылка на курсы школы на вторую ступень, на мастер-класс «Галактики в гороскопе» тоже будут там, как только я сейчас закончу наш эфир. Вот так. Самое главное — дотянуть до 2024 года. Все. На этом я с вами